Всем огромный привет со святой земли Израиля. Нашим постоянным зрителям наверняка знакома эта дорога. Сегодня кто-то снова, а кто-то впервые увидит одно из живописных мест Израиля – заповедник ущелья источника Прат. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, что происходит в Израиле сейчас. Это ущелье по-особому красиво в каждое из времен года, но все же только в период с февраля по апрель месяц ущелье красиво невероятно. Суровые скалы украшают буйство зелени и разноцветие множества видов растущих здесь цветов. Здесь можно прекрасно провести и полдня, и целый день, и с семьей в одиночку. Сегодня с нами внучка Мия. Поездки сюда для нее всегда радость. Обожает плескаться в достаточно холодных водах источника, есть мороженое и покупать игрушки в магазине. Дедушка с внучкой сразу в магазин. Я наслаждаюсь природой. Вот, пожалуйста, все как всегда. Не успела я снять и нескольких кадров, как игрушка уже куплена. Зашли в магазин по делу, купить специальную обувь. Но и на этот раз без игрушки не обошлось. Показывают мне покупки. Мы назовем ее Хая. Мы ее назовем Сара. Да. Сара? Да. Ну, Сара это слишком для змеи. Мы ее назовем Цефа. Нет, давай Лиане. Лиане, хорошо, это Лиане. Дали название змеи. И огромные тапки. Берем. Пробуй. Дедушка решил ускорить процесс. Они пахнут хорошо. Хорошо пахнут, это уже хорошо. Не думаю, что они пахнут. Конечно, 38 размер, ничего себе. Ну, тогда останешься быть. Давай попробуем. А ну-ка. Пройдись. Туркис, пройдись. Да, вот это размерчик. Ну что? Не выпадаешь? Она может по воде ходить. Ну да, нормально. Круто. Телефон Неважно, что на 3 или 4 размера больше, чем хотелось бы, но зато подходит под цвет телефона. Вот, познакомьтесь, змея Лиане. Лиане это имя, да? Да. Как она вам? Вот тут такие. Как настоящая, только такая мягкая. В том, что она как настоящая, мы убедились чуть позже, когда мама Мии не на шутку испугалась, издали увидев эту змею Лиане на столе. Сейчас только 9 утра, поэтому немноголюдно. Но это именно потому, что еще рано. Несмотря на то, что внешний туризм катастрофически упал, здесь пусто не бывает. В воздухе стоит запах эвкалиптов. Эвкалиптовую рощу насадили здесь англичане 100 лет назад, когда строили водопровод в Иерусалим. Остатки строений и труб до сих пор встречаются в этих местах. Вот только бассейн под названием Тамар, названный в честь финиковой пальмы, она растет совсем рядом, перестал наполняться водой. Поступление вод источника в бассейн не прекращалось на протяжении 100 лет. С тех пор, когда его здесь построили англичане, и до того момента, когда 7 октября 2023 года с началом войны эти места из-за соображений безопасности закрыли для посещений на несколько месяцев. И вот уже какое-то время вода источника в бассейн не поступает, и пока не могут определить, что случилось, что мешает его течению. Обидно. Мия очень любила плавать в этом бассейне. Прошел уже год с того ужасного нападения на израильтян 7 октября 2023 года. Эта дата врезалась в память и уже не покинет ее никогда. Страшная трагедия массового убийства евреев со времен Холокоста, произошедшая уже в еврейском государстве. Страна прожила ужасный год. Маленький Израиль один против всего мира. Израиль со своей правдой, которую не хотят слышать и видеть, против чудовищной лжи мировых СМИ. Израиль в одиночку в борьбе за свое существование и право еврейского народа жить в своем государстве.
Но это не впервые. Был и 1948 год, когда Израиль выстоял в войне за независимость против сил 7 арабских государств. Выстоял и в 1967 году, и в 1973. Немалой ценой, но выстоял. И обрастал землями, которые арабам сейчас так нужны, и от которых они так успешно отказывались на протяжении десятилетий, не желая идти на мирные соглашения и оставляя за собой право публично высказывать свою ненависть к Израилю и желание Израиля уничтожить. В лозунге «Палестина от реки до моря», где нет места Израилю, не скрыт ли призыв к геноциду евреев, создавших развитое государство на песках, камнях и малярийных болотах, выкупленных евреями земель умирающей провинции Турецкой империи под названием Палестина? Израиль выстоял тогда, выстоит и сейчас, несмотря на предательство и всеобщую ненависть, которая обильно подпитывается денежными потоками международных фондов. Но и куда же без активного манипулятора чувствами людей, именуемого пропагандой? Вот уж что в современном мире, наполненном технологиями, образно говоря, чувствует себя как рыба в воде. Пропаганду в действии мы почувствовали и на своем канале. Вот, например, наш подписчик, комментатор, отзывающийся с любовью и о нас, и о МИИ, вдруг написал нам, чтобы все пархатые сдохли. Ошарашил, если честно. Но мы не можем его обвинять, ведь написал он нам этот комментарий тогда, когда вовсю и в ярких красках по миру разлеталась весть о тысячах погибших детей Газа. Тогда еще не знали, что цифры минимум в 2 раза завышены, что видеокадры постановочны, что детьми в отчетах называются все в возрасте до 18 лет. И в отчетах о погибших нет разделения на гражданских и боевиков. Если вы еще не знаете, то почти половина населения сектора Газа – это молодежь в возрасте до 18 лет. А избыток молодого населения ведет к усилению радикализма, войнам и терроризму. К мыслям, что евреев нужно уничтожать, приучает детей сектора с самого детского сада. Но от мыслей к действиям нетрудно понять, дорога быстрая. Общеизвестный у нас в Израиле факт. Тяжелобольные дети Газы, получая лечение в израильских больницах, обещают врачам вернуться и их убить. Но вопрос почему? Отвечает так. У них нет ответа на вопрос почему, за что, но есть убеждение, что так правильно. И будьте уверены, что наша армия, пусть даже и в ущерб результатам военных действий, предпринимает усилия для того, чтобы снизить количество жертв среди гражданских. Джон Спенсер, признанный в мире специалист по ведению боевых действий в городских условиях, заведующий исследованиями городских войн в Институте современной войны при Военной академии США, утверждает, что Израиль принял больше мер по предотвращению гибели мирных жителей, чем любая другая страна в истории, которая вела городскую войну. По его словам, Израиль устанавливает золотой стандарт с точки зрения сохранения жизней гражданского населения. Но, безусловно, нашлись те, кто критикует его оценку действий армии Израиля. А как же иначе? Но если следовать цифрам, то в нынешней войне Израиля с Хамасом соотношение примерно 1,5 человека из гражданского населения к 1 боевику. А это самый низкий показатель. Какой можно сделать вывод? Мы живем во время тотальной пропагандистской лжи. Ее масштабы неисчерпаемые. Поговорка «доверяй, но проверяй» сейчас должна звучать с другими частицами. Не доверяй и проверяй. Полным ходом идет информационная война с Израилем. Цель такой войны – убедить мировую общественность в справедливости террористических действий движения Хамас, Хизбаллы и иже с ними. Сформировать в глазах интернет-пользователей образ Израиля как безжалостного монстра, агрессора, пытающегося развязать войну на Ближнем Востоке. Но о том, что у нас практически обезлюдил север страны, что в Израиле 100 тысяч перемещенных лиц, которые не могут уже год вернуться в свои дома, высокий процент разрушений в городах и поселках севера, куда каждый день летят десятки ракет Хизбаллы. Горят леса, есть погибшие и раненые среди мирного населения, и много всего еще происходит из-за действий террористов Хизбаллы. Но обо всем этом нет никакого информационного шума. А зачем? За правду денег не платят. О чудовищном по жестокости нападении на мирных жителей Израиля 7 октября, с чего и началась война, поначалу не хотели ни слышать, ни видеть. Потом возложили вину не на палачей, а на жертву. А сейчас, похоже, благополучно забыли, а с чего, собственно, началась война.
Забыли, но только не в Израиле. Расплата уже настигла Хамас, настала очередь и Хизбаллы. Израиль обвиняет во всех бедах на Ближнем Востоке, в эскалации насилия, но о действительных источниках всех этих бед говорить не принято. По Израилю уже год со всех сторон летят ракеты и беспилотники, уничтожая нашу страну, но агрессором выставляют именно Израиль. Израильтяне хотят жить, радоваться, развиваться, делиться своими достижениями, а не бесконечно воевать за право на существование. Могут сказать: а что же вы хотите? Выбрали себе место среди арабов. Мы хотим, чтобы оставили Израиль в покое, чтобы вернули наших заложников, среди которых 2 брата. Одному из них год, другому 5 лет. Где они все? Живы ли? Почему мировые общественные организации пекутся о том, как содержат палестинских террористов в израильских тюрьмах и сколько им дают фруктов и мяса? А что с нашими гражданами происходит в Газе? Никому не важно? Их содержат в жутких условиях, умирают без медицинского обслуживания. Их морят голодом и убивают. Почему этим, кроме Израиля, никто не озабочен? Сейчас началась новая фаза войны с Хизбаллой. И снова понеслось, и снова Израиль виноват. Оставьте Израиль в покое. Забудьте о так называемых несчастных палестинских арабах. Они вовсе не несчастны. Но как же о них забыть, когда на их несчастье выделяются миллиарды долларов? Чего это мы так завелись? Да просто накипело. Надо бы говорить о мире, красоте, природе, детях. Журчание источника умиротворяет. Послушаем. Вот уже ущелье источника Прат наполнилось детскими возгласами и смехом. Здесь и светские, и религиозные. Вода источника, как говорят, целебная. Почему бы и нет? Вода – источник жизни, силы, молодости. Дети обожают воду, даже не обращают внимания на то, что вода источника достаточно холодная и готова не вылезать из воды. А еще источник кишит рыбой, что говорит о чистоте его вод. Видите куст круглой формы? Это шарвитан, или хвойник, или эфедра, вечно зеленый кустарник. Красиво разросся, правда? Непростое растение, и лечит, и калечит. А лечит шарвитан и от бронхиальной астмы, от простуд, от насморка. Но не стоит злоупотреблять чайком из шарвитана. Растение содержит алкалоид, эфедрин, и в больших дозах опасна интоксикация. Не знаем, пасут ли здесь бедуины своих овец и коз. Но растение, съеденное в определенных количествах, вызывает отравление и у них. Хотя, глядя на размеры куста, можно сказать, что овцы прошли его стороной. А вот его красные шишковидные ягоды съедобны и даже приятны на вкус. И растение особо красиво, когда в обилии покрыто этими красными ягодами. Все-таки не зря мы купили Мию обувь для воды. Пусть и на 3 размера больше, но все же в отсутствии таковых было бы гораздо хуже. Мне жарко. Воды стало гораздо меньше, чем летом прошлого года. Дерзы. Ну все, к водным процедурам готовы. И тут случилась авария. Поплыл тапочек корабликом. Лови, лови! А вот бежит скорее! Ну все, Поймает или нет? заходи тут.
Если вы заранее позаботитесь об удобной обуви, то можно пройтись по руслу источника и дальше. По пути встречаются вот такие небольшие бассейны. Мы останавливались в каждом из них. Мия веселилась, впрочем, как всегда. Пока они идут, преодолевая трудности по руслу и развлекаются в источнике, я уже дошла до маленького водопада и даже съела пару плодов библейской смоковницы. Это дерево всегда растет у источников воды. Его плоды – смоква или инжир, сладкие и сочные. В древние времена дерево считалось символом благополучия. Лариса. Очень вкусная. А еще можно одну? Да, я тут уже наелась. Ага. Вот я набрал. О, смотрите сколько. Ну все инжир, июльский. Мичка, я кушаю инжир июльский. Более такой матовый цвет. Не надо покупать еду, не надо еды брать, просто берешь и все. Подкрепились и в путь.
Этот водопадик маленький, но очень мощный. Мы решили испытать мощь бегущей воды. Тапки норовили уйти в далекое плавание не один раз. После такого гидромассажа можно снова в путь. Мы прошли водяной маршрут, и здесь такая тихая заводь. Смотрите, какой класс. Это самые настоящие джунгли. Мия, джунгли, смотри. Мия, иди сюда, смотри, как классно. Джунгли. Да. Ой, какие джунгли, смотрите, ребята. Эти места освящены стопами пророка Иеремии. В этих скалах был основан первый на Святой Земле христианский монастырь, действующий поныне. В одной из пещер произошла интересная история из жития преподобного Харитона Исповедника, который и основал этот монастырь. Мы уже снимали несколько видеосюжетов отсюда. Если вам интересны подробности, то вы о них можете узнать из наших прошлых сюжетов. Мы приглашаем посмотреть наше предыдущее видео о библейском зоопарке. Просим ставить лайки и писать комментарии. Эти действия очень помогают в продвижении наших видео. Мия путешествием довольна. Наплескалась в воде, покаталась по камням, нажарилась на солнце, наелась библейских фруктов. Единение с природой прошло на ура. Не верится, что прошел уже год войны. Осенние еврейские праздники Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот на подходе, а радость ожидания их у наших знакомых израильтян, как это было все прошлые годы, куда-то потерялась. И состояние тревоги за будущее не проходит. За время войны на 21 сентября 2024 года Израиль потерял 715 военнослужащих. Светлая память нашим солдатам, патриотам Израиля, лучшим представителям молодежи, которые уже 18 лет решили, что будут служить именно в боевых частях, защищать свою страну. Светлая и вечная память тем, кто отдал свою жизнь за продолжение жизни еврейского государства. Мы гордимся и благодарим всех тех, кто сейчас сражается за будущее нашей страны, за мирное небо, за смех детей, за радость и любовь, против того зла, что обрушилось на Израиль. Всем нашим зрителям здоровья и благополучия. Победы Израиля!